Здравствуйте, дорогие зрители! Рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы с вами в этом видео погрузимся в мир астрологии и узнаем, что же готовит нам июль 2024 года. Наши предсказания основаны на прогнозах уважаемого астролога Александра Зараева, чьи прогнозы уже много раз подтверждали свою точность и полезность. В этом видео мы рассмотрим основные астрологические события и предсказания на июль 2024 года. Мы обсудим, как эти события повлияют на различные аспекты нашей жизни, включая политику, экономику и личные отношения. В этом месяце нас с вами ожидает множество интересных и важных событий, о которых важно знать заранее, чтобы быть готовым к любым поворотам судьбы. Итак, друзья, как вы видите, июнь 2024 года был весьма напряженным месяцем для всей планеты. Мы столкнулись с рядом серьезных проблем, которые затронули как природу, так и общество различных стран. Весь месяц июнь был насыщен различными событиями, от природных катастроф до ухудшения состояния окружающей среды. Одной из ключевых тем июня стало изменение климата, которое проявилось через экстремальные погодные явления, включая ураганы, наводнения и лесные пожары. Эти явления не только причиняли значительный ущерб, но и привлекли внимание мирового сообщества к необходимости срочных мер по борьбе с климатическими изменениями. Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, также обострились в июне. В ряде крупных городов уровень загрязнения воздуха достиг критических отметок, что привело к росту заболеваний дыхательных путей среди населения. Многочисленные акции протеста и инициативы по улучшению экологической обстановки начали набирать обороты, показывая, что люди готовы действовать и требовать изменений. Кроме экологических проблем, июнь был отмечен повышенной социальной и политической напряженностью в разных частях мира. Конфликты и протесты, вызванные как внутренними, так и внешними факторами, создали атмосферу неопределенности и тревоги. В этих условиях многие люди испытывали стресс и беспокойство, что дополнительно усугубляло общее напряжение. Несмотря на все эти трудности, к концу июня обстановка, как вы видите, начала стабилизироваться. Природа постепенно восстанавливается после ударов, нанесенных ей в предыдущие недели. Многие страны начали активнее внедрять экологические программы и инициативы, направленные на снижение уровня загрязнения и предотвращение климатических катастроф. Июль 2024 года начинается, друзья, с благоприятного и умиротворенного периода. Небесные светила оказывают свое благосклонное влияние, создавая гармоничную атмосферу и способствуя внутреннему спокойствию. Это время, когда люди могут немножечко расслабиться после напряженного июня и воспользоваться возможностями для восстановления сил и энергии. В начале июля звезды будут располагаться таким образом, что их энергетика будет способствовать стабильности и миру. Этот период станет отличной возможностью для того, чтобы заняться делами, которые требуют концентрации и сосредоточенности. Многие почувствуют прилив вдохновения и мотивации, что поможет им успешно справляться с задачами и достигать поставленных целей. Семейные и личные отношения также окажутся под влиянием позитивной энергии. В это время рекомендуется уделять больше внимания близким, проводить совместные вечера и организовывать совместные мероприятия. Это укрепит связи и создаст теплую атмосферу, способствующую взаимопониманию и поддержке. На профессиональном фронте первая половина июля также обещает быть благоприятной. Рабочие проекты будут продвигаться успешно, а коллеги будут более склонны к сотрудничеству и взаимопомощи. Это отличное время для начала новых проектов, заключения сделок и переговоров. Несмотря на благоприятное начало месяца, важно быть готовыми к возможным потрясениям, которые могут наступить уже в середине июля. Астрологический прогноз указывает на то, что 15 июля на небосводе образуется аспект соединения Марса и Урана. Это событие приведет к высвобождению мощных деструктивных энергий, способных вызвать значительные изменения и даже конфликты.
Середина июля может стать и периодом напряжения и непредсказуемости, особенно в политической и социальной сферах. Возможны резкие изменения в международных отношениях, принятие кардинальных решений, а также обострение текущих конфликтов. Важно сохранять спокойствие и здравый смысл, не поддаваться панике и импульсивным действиям. Чтобы подготовиться к возможным потрясениям, рекомендую вам заранее проанализировать свои планы и стратегии. Постарайтесь минимизировать свои риски и не принимать важных решений в середине месяца. В это время лучше сосредоточиться на текущих делах и избегать ненужных конфликтов. Также в это время проводите больше времени с близкими, организовывайте совместные мероприятия и поддерживайте друг друга. Это создаст теплую атмосферу и укрепит связи. Также будьте внимательны к своему здоровью, восстанавливайте силы после напряженного июня, уделяйте внимание физическим упражнениям и здоровому питанию. Первая половина июля 2024 года предлагает нам время для восстановления и подготовки к возможным потрясениям. Используйте этот период для укрепления своих позиций, заботы о себе и о своих близких, а также для планирования и анализа будущих действий. Это поможет вам успешно справиться с любыми вызовами, которые могут возникнуть в середине месяца. В середине июля произойдет значительное астрологическое событие. Это будет соединение Марса и Урана, которое произойдет на небе 15 июля. Это соединение представляет собой мощный энергетический аспект, который приносит с собой интенсивные и непредсказуемые влияния. Марс, планета действия, агрессии и инициативы, встречается с Ураном, планетой перемен, инноваций и революций. В результате такого взаимодействия создается взрывоопасная комбинация энергий, способная вызвать резкие изменения и сильные потрясения. Соединение Марса и Урана приносит разрушительные и деструктивные энергии, которые могут проявиться особенно ярко в политической сфере. Этот аспект способен вызвать внезапные конфликты, агрессивные действия и неожиданные перемены в международных отношениях. Политическая обстановка в это время может стать крайне нестабильной, что приведет к обострению существующих противоречий и напряженностью между странами. Марс символизирует волю к борьбе и стремление к достижению целей любыми путями. Уран, в свою очередь, представляет собой энергию перемен и революционных преобразований. В соединении эти планеты создают взрывной потенциал, который может привести к непредсказуемым и внезапным событиям. Это время, когда старые порядки могут быть разрушены, а новые инициативы и идеи могут быстро набирать силу. Соединение Марса и Урана в середине июля может стать катализатором значительных изменений в текущем геополитическом противостоянии. Один из возможных сценариев – это эскалация военной кампании до новой стадии. Планка может быть поднята настолько высоко, что начнется открытая конфронтация между Российской Федерацией и военным альянсом Объединенного Запада. В этом контексте Россия может прекратить продерживать иллюзии о продолжении реализации ранее провозглашенных целей, а на поверхность всплывут истинные намерения и задачи. Соединение Марса и Урана также может привести к резким и неожиданным переменам на внутренней политической арене. В это время возможно принятие ключевых решений, которые окажут долгосрочное влияние на развитие страны и ее международное положение. Политические лидеры могут столкнуться с необходимостью принимать быстрые и решительные меры в условиях нарастающей напряженности. Еще один сценарий – это усилия Соединенных Штатов и их союзников по затягиванию конфликта и увеличению давления на Россию. Это может привести к дальнейшему обострению ситуации и появлению новых точек напряженности на мировой арене. Соединение Марса и Урана также может повлиять на международные отношения и экономическую ситуацию в мире. Возможны в это время резкие колебания валютных курсов, изменения на финансовых рынках и появление новых экономических вызовов. В этот период международные организации и дипломатические институты будут играть ключевую роль в попытках стабилизации обстановки и поиска путей разрешения конфликтов.
Важно понимать, что влияние соединения Марса и Урана может быть как разрушительным, так и созидательным. В этот период важно сохранять спокойствие и здравый смысл, избегать импульсивных решений и провокаций. Подготовка к возможным последствиям включает в себя анализ текущих событий, разработку стратегий и планов действий, а также готовность к быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Соединение Марса и Урана 15 июля представляет собой мощный астрологический аспект, способный вызвать значительные перемены и потрясения. Важно быть готовыми к возможным вызовам и использовать это время для укрепления своих позиций и подготовки к будущим изменениям. Июль 2024 года станет ключевым месяцем для принятия кардинальных решений и значительных изменений в текущей военной кампании. Соединение Марса и Урана, которое принесет с собой разрушительные и деструктивные энергии. Это соединение может стать и катализатором для принятия важных решений, которые и изменят ход текущего противостояния. Соединение Марса и Урана – это взрывоопасная комбинация, которая может привести к резким и неожиданным переменам. Марс символизирует волю к борьбе и агрессию, тогда как Уран представляет собой энергию перемен и революционных преобразований. В результате этого соединения возможны внезапные конфликты, агрессивные действия и неожиданные перемены в международных отношениях. В этот период могут быть приняты радикальные решения, которые изменят стратегию и тактику военной кампании. Возможны новые инициативы и действия, направленные на усиление позиций России и достижение поставленных целей. В это время Россия может прекратить поддерживать иллюзии о продолжении реализации ранее провозглашенных целей и раскрыть истинные намерения и задачи. Одним из возможных сценариев является обострение конфликта и начало открытой конфронтации между Россией и военным альянсом Объединенного Запада. В этот период возможно усиление военной активности, что приведет к эскалации напряженности и увеличению масштабов военных действий. В условиях соединения Марса и Урана возможно увеличение агрессивности и решительности действий с обеих сторон. Это может привести к значительным потерям и разрушениям, а также к увеличению числа вовлеченных в конфликт стран. В этот период Россия может перестать поддерживать иллюзии о мирном разрешении конфликта и начать действовать уже более решительно и агрессивно. Соединенные Штаты Америки, как один из ключевых игроков на мировой арене, вероятно, будут предпринимать усилия по затягиванию конфликта и увеличению давления на Россию. В этом контексте возможно увеличение военной помощи союзникам, а также введение новых санкций и экономических ограничений. Усилия США могут быть направлены на ослабление позиции России и затягивание конфликта с целью изматывания противника. В это время возможно усиление и информационной войны, направленной на дискредитацию российской политики и действий на международной арене. Соединение Марса и Урана может привести к значительным изменениям в международных отношениях и политической обстановке в мире. Возможны резкие колебания валютных курсов, изменения на финансовых рынках и появление новых экономических вызовов. И в условиях нарастающей напряженности важно сохранять спокойствие и здравый смысл, избегать импульсивных решений и провокаций. В последние годы конфликт на мировой арене стал одной из наиболее обсуждаемых тем среди астрологов и ясновидящих. Многие из них пытаются предсказать возможные сроки завершения противоборства и приложить свои интерпретации текущих событий. Первая дата – это весна 2025 года. Некоторые астрологи и ясновидящие утверждают, что именно в этот период можно ожидать окончания конфликта. Они основывают свои прогнозы на астрологических картах и циклах планет, предполагая, что к весне 2025 года начнутся значительные изменения, которые приведут к стабилизации обстановки и началу мирных переговоров. Другие предсказатели видят окончание противостояния в 2026 году. Их прогнозы основаны на анализе глобальных энергий и космических циклов, которые, по их мнению, будут способствовать завершению военных действий и установлению нового мирового порядка.
Некоторые ясновидящие астрологи идут еще дальше, прогнозируя окончание конфликта в 2027 году. Они утверждают, что этот год станет решающим для мирового сообщества, когда произойдут кардинальные изменения и начнется долгожданный мирный процесс. И июль, обращаем ваше внимание, 2024 года станет ключевым месяцем, когда произойдут значительные трансформации и изменения в конфликте. И астрологическое событие, которое произойдет 15 июля, соединение Марса и Урана, принесет с собой мощные разрушительные и деструктивные энергии, которые могут существенно повлиять на ход этого противостояния. Соединение Марса и Урана – это астрологический аспект, который считается ключевым для изменений в июле 2024 года. И поэтому в этот период могут быть приняты кардинальные решения, которые изменят ход конфликта и, соответственно, придут к новым стратегическим и тактическим действиям. В этот период возможны и значительные изменения в политической сфере, возможно открытая конфронтация России с военным альянсом. Также Соединенные Штаты Америки, как один из ключевых игроков на мировой арене, будут предпринимать усилия по затягиванию конфликта и увеличению давления на Россию. Вторая половина же июля обещает быть насыщенной и напряженной. Наиболее значимые события ожидаются в промежутке с 15 по 20 июля, когда астрологическая картина на небе указывает на значительное усиление энергии. В этот период произойдет соединение Марса и Урана, аспект, который традиционно ассоциируется с внезапными и мощными переменами. Именно это соединение 15 июля Марса и Урана может стать катализатором для множества событий, способных повлиять на геополитическую обстановку в мире. Марс, символизирующий войну, агрессию и активные действия, в сочетании с Ураном, планетом революций и неожиданностей, создаст взрывоопасную комбинацию. Это может привести к резкому усилению напряженности на международной арене, особенно в тех регионах, где уже существуют конфликты или политическая нестабильность. Вторая половина июля также станет временем активизации преобразований в политической и финансовых сферах. Поэтому возможны изменения в правительствах, пересмотр стратегий и тактик, а также заключение новых союзов и контрактов. Некоторые страны могут решиться на радикальные шаги, такие как смена руководства или изменение внешнеполитического курса. Это время будет характеризоваться высокой динамикой и частыми изменениями. Влияние Урана, планеты инноваций и перемен, будут ощущаться и в экономике. Возможны резкие колебания на финансовых рынках, появление новых экономических инициатив и реформ. Инвесторы и финансовые аналитики будут вынуждены быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию, принимая важные решения в условиях неопределенности. Чтобы лучше понять энергетическую обстановку второй половины июля, можно использовать аналогию с кипящим чайником. Когда чайник начинает кипеть, вода внутри что делает? Она бурлит и выплескивается наружу. Точно так же в этот период энергии будут бурлить и клокотать, создавая напряженность и возбуждение в различных сферах жизни. Энергия июля будет буквально закипать, разбрасывая кипяток во все стороны. Это означает, что события будут разворачиваться достаточно стремительно, а их последствия будут ощущаться далеко за пределами первоначального эпицентра. Люди и организации будут испытывать давление и необходимость адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Влияние соединения Марса и Урана, которое достигнет своего пика 15 июля, начнет постепенно ослабевать уже после 20 июля, когда Марс перейдет в знак Близнецов. Это событие станет важным поворотным моментом, сигнализирующим о конце периода высокой напряженности и начале более умеренного времени. Разрыв соединения этих двух мощных планет позволит энергетическим бурям поутихнуть, и мир будет готовиться к более стабильной фазе. Марс, планета войны и агрессии, войдя в знак Близнецов, становится более гибким и коммуникативным. Близнецы, известные своей переменчивостью и склонностью к общению, смягчают воинственные наклонности Марса.
В этом знаке Марс больше склонен к переговорам и поиску компромиссов, чем к прямым конфликтам и агрессии. Это означает, что в период после 20 июля можно ожидать снижения напряженности и более конструктивный подход к решению проблем. Юпитер и Меркурий, находящиеся в знаке Близнецов, будут оказывать свое влияние на Марс, еще больше смягчая его энергию. Юпитер, планета расширения и благополучия, будет способствовать росту и развитию, а Меркурий, планета коммуникации и разума, поможет наладить диалог и обмен информацией. Юпитер в Близнецах будет способствовать расширению горизонтов и открытию новых возможностей. Это время благоприятно для обучения, путешествий и расширения круга общения. Марс в таком окружении будет больше ориентировать на сотрудничество и совместные проекты. Меркурий в Близнецах усилит интеллектуальную активность и способность к анализу. Это хорошее время для обсуждения, для переговоров и принятия взвешенных решений. Марс под влиянием Меркурия будет стремиться к достижению цели через диалог и взаимопонимание. Переход Марса в Близнецы и его взаимодействие с Юпитером и Меркурием создадут благоприятные условия для начала дипломатических переговоров. Снижение напряженности после 20 июля может привести к возобновлению контактов и обсуждений между конфликтующими сторонами. Это время будет благоприятным для поиска компромиссов и разработки стратегий, направленных на стабилизацию ситуации. Влияние Меркурия и Юпитера создаст атмосферу открытости и готовности к диалогу. Это хорошее время будет и для обсуждения спорных вопросов, разработки новых договоренностей и установления более конструктивных отношений. Важно использовать эту возможность для укрепления взаимопонимания и сотрудничества. Даты 16 и 17 июля имеют особое значение в российской истории, связанное с важными и трагическими событиями, которые, по мнению многих исследователей, запускают долговременные кармические программы для страны. Эти даты наполнены историческими кармическими символами, влияющими на судьбу России и ее народа. Первое историческое событие, которое связано с 16 и 17 июля, это казнь сына Лжедмитрия. 16 июля 1614 года был казнен трехлетний сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Этот трагический эпизод положил начало длительной кармической программе, связанной с династическими кризисами и борьбой за власть в России. Казнь младенца стала символом кровавых расправ и жестоких политических интриг, которые охватили в страну в смутное время. Далее у нас с вами 17 июля 1762 года, опять 17 июля, как вы видите, Екатерина II, будущая великая императрица, организовала переворот, в результате которого был свергнут и вскоре убит ее муж, император Петр III. Это событие не только изменило ход российской истории, но и запустило новую кармическую программу, связанную с усилением самодержавия и жесткой политической борьбой за власть. Далее, ночь с 16 на 17 июля 1918 года также стала одной из самых трагичных дат в российской истории. В эту ночь в Екатеринбурге был расстрелян последний российский император Николай II вместе со своей семьей. Это событие символизирует окончание эпохи монархии в России и начало нового революционного советского периода. Расстрел Романовых считается значимым кармическим актом, оказавшим глубокое влияние на судьбу страны. Июль традиционно ассоциируется с ключевыми историческими событиями, которые оставили глубокий след в российской истории. Эти события и запускают долговременные программы, которые могут оказывать влияние на будущее страны. Поэтому июль может стать месяцем, когда запускаются долговременные кармические программы, влияющие на будущее России. Решения, принятые в этот период, могут иметь далеко идущие последствия, определяющие судьбу страны на многие годы вперед. События середины июля могут привести к значительным политическим изменениям и реформам. Решения, принятые в этот период, могут быть кардинальными и изменить направление развития страны. Это может включать как внутренние политические реформы, так и внешние геополитические изменения.
Исторические события и кармические программы, связанные с июлем, могут способствовать духовному пробуждению и осознанию важности выбора между светом и тьмой. Эти события призваны пробудить людей, побудить их к переосмыслению своей жизни и ценностей. Благодарим, что посмотрели наше видео о прогнозах и предсказаниях на июль 2024 года. Как мы видим, июль обещает быть месяцем значительных перемен и кармических событий, которые могут оказать глубокое влияние на будущее нашей страны. Не забывайте, что важным аспектом любого прогноза является ваше собственное восприятие и осознание происходящего. Прислушивайтесь к себе и своему окружению, будьте готовы к изменениям, используйте это время для личного и духовного роста. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте свои комментарии и делитесь своими мыслями о предстоящих событиях. До новых встреч, и пусть этот месяц, июль, принесет вам только позитивные перемены.